Приветствую! Размышляя о том, как более наглядно и доступно рассказывать в моих будущих видео о результатах тестирования компакт-кассет на запись. Существующие программные продукты, например, симулятор анализатора NAC T100, непонятны неподготовленному обывателю. Требуется вникать, куда и чего смотреть при замере мол, сол и уровня собственных шумов ленты. Те значения, которые озвучивает измеряющий, абстрактны, потому что я не вижу, какой при записи на ленту получается сигнал. Пожалуй, только график амплитудно-частотной характеристики в этой программе, и другой подобной, более-менее понятен всем, потому что в идеале это должна быть ровная горизонтальная линия во всем диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. К тому же программа стоит денег, и есть проблемы с ее приобретением в конкретной стране. Далее, характеристики, изложенные производителем кассетной упаковки, тоже меня не устраивают, потому что мол, это максимальный уровень на частоте 315 Гц, фиксируется с 3% искажениями сигнала. А зачем мне запись с искажениями? Значение уровня шума меня особенно не интересует, потому что лента носитель не идеальный и шум присутствует всегда. А иллюстрируемые графики, на которых ровная АЧХ при записи с уровнем входного сигнала минус 20 дБ, это вообще зачем? Минус 20 дБ это уровень, наверное, мышиного писка. И поскольку у меня есть осциллограф со встроенным генератором сигналов, я предлагаю определенный алгоритм тестирования компакт-кассет на запись. И опять же для наглядности в этом конкретном видео я сравню качество записи сигналов на разные ленты. Во-первых, самая популярная кассета ТДК-D с лентой первого типа из оксида железа, изготовленная в Люксембурге в 1995 году для европейского рынка. У меня бывшая в пользовании. ТДК-АЕ, также с лентой первого типа, изготовленная в Таиланде в 1993 году, судя по серийному номеру, для японского рынка. У меня снова бывшая в пользовании. Это кассеты, которые у меня на данный момент лежат без записи. Далее такая же бэушка ТДК Сизинг 2 с лентой SR, уже второго типа, и формулой Авелин, изготовленной в Японии в 1995 году, опять же согласно серийному номеру, для внутреннего рынка. Есть Maxell UR с лентой первого типа из оксида железа, изготовленная в 2000 году, возможно в Индонезии. И практически новая, мной распечатанная в недавнем видео, турецкая кассета Salimex SX2 1988 года с лентой второго типа из двуокиси хрома. Производство, скорее всего, BASF. Для анализа качества записи я остановился на использовании двух частот. Близкой к 315 Гц, но такой же низкой, это 400 Гц. И высокой частоты со значением 10 кГц. Сначала, скажем так, референсная лента для большинства кассетоманов ТДК-D 1995 года. Первый шаг. Записываю на конкретной кассетной деке Sony TCK222 ESA синусоидальный сигнал частотой 400 Гц. На эту ленту с уровнем 0 дБ на данном индикаторе со шкалой 250 нановебер на амметр. И сравниваю со входным сигналом. 0 дБ на входе, 0 дБ при записи на ленту. Значит, особой калибровки не требуется, и данную кассету можно записать на магнитофоне без встроенного калибратора. Далее перевожу деку в режим калибровки. В результате настройки я чуть понизил уровень регулятора Rec Level. Точнее, небольшая коррекция около 0 дБ. Ручка BIAS осталась в центральном положении. После калибровки еще раз проверяю сигнал на входе и с ленты, без изменений. Далее ручкой регулировки уровня записи поднимаю амплитуду входного низкочастотного сигнала до появления искажений. Вот так они уже существенные, понижаю. Вот так уже более-менее симметричный синусоидальный сигнал. И этот уровень около плюс 3 дБ на индикаторе деки. Вот это для меня то значение, мол, не выше которого я буду писать музыкальный контент на данную ленту на конкретно этом магнитофоне. И в этом же положении регулятора уровня записи подаю на вход деки высокочастотный сигнал 10 кГц. Видно, что на эту ленту ТДК-D он записывается со значением около минус 10 дБ.
Теперь же, если я понижу значение BIAS до минус 20%, то сигнал запишется с уровнем где-то минус 6 дБ, если смотреть по правому каналу. Однако, если я сейчас снова подаю сигнал 400 Гц, то видно, что при такой регулировке на нем появились искажения. Регулировкой BIAS пытаюсь найти такое его положение, чтобы и высокочастотный сигнал записывался с более высоким уровнем, и низкочастотный сигнал был при этом без искажений. Вот этот результат в положении регулятора BIAS в центре, таком же, как при калибровке. Но при этом высокочастотный сигнал, как мы видим, пишется с уровнем минус 10 дБ. Эта процедура только для этого видео, чтобы показать, что при калибровке тракта записи эти положения регулятора Rec Level и BIAS оптимальны для ленты, и нет смысла после калибровки что-то корректировать. И тут следующий шаг. На помощь приходит система динамического подмагничивания Dolby HX Pro. Задействуя ее. Как видно на сигнале 400 Гц, это особо не отразилось. Теперь снова подаю сигнал 10 кГц. А он записывается уже со стабильным уровнем около минус 4 дБ. То есть уровень поднимается аж на 6 дБ. Отключаю минус 10, включаю минус 4. В результате такой настройки на графике АЧХ сигнал около 400 Гц пишется с уровнем плюс 3 дБ, а сигнал 10 кГц с уровнем минус 4 дБ. При этом сигнал 20 кГц запишется на эту бэушную ленту с уровнем около минус 15 дБ. Теперь я отойду от алгоритма тестирования и понижу уровень сигнала 400 Гц регулятором уровня записи до 0 дБ. Так он пишется на ленту. При этом сигнал 10 кГц пишется с тем же уровнем минус 4 дБ. То есть амплитудо-частотная характеристика выглядит ровнее. Можно записать эту кассету и так, но этот шаг не для выявления максимальных свойств данной ленты. И в тестировании я его не буду использовать. Переключателем эквализации я буду пользоваться только в том случае, если при его нормальном положении не удается вытянуть BIAS на калибровочную метку. Повторю итог записи на ленту TDK-D 1995 года. Максимальный уровень записи для частоты 400 Гц плюс 3 дБ по шкале индикатора 250 нановебер на метр. Уровень сигнала для частоты 10 кГц минус 4 дБ с активированной системой Dolby HX Pro. Теперь кассета Maxell UR 2000 года с лентой также первого типа из оксида железа. Записываю синусоидальный сигнал частотой 400 Гц на эту ленту с уровнем 0 дБ на данном индикаторе со шкалой 250 нановебер на метр и сравниваю со входным сигналом. 0 дБ на входе, 0 дБ на выходе. Значит, особой калибровки также не требуется. Теперь перевожу деку в режим калибровки. Положение ручки Rec Level плюс 0,3 дБ, BIAS минус 1%. Отключаю калибровку и еще раз проверяю сигналы на входе 0 и с ленты 0. Все ровно good. Далее регулировкой уровня записи поднимаю амплитуду низкочастотного сигнала до появления искажений. И этот уровень всего плюс 1,5 дБ по индикатору этой деки. И в этом же положении регулятора уровня записи подаю на вход высокочастотный сигнал со значением 10 кГц. Он записывается на ленту с уровнем также где-то минус 6, минус 10 дБ разбаланс имеется. Система динамического подмагничивания Dolby HX Pro сигнал 10 кГц записывается со стабильным уровнем минус 4 дБ. То есть на амплитудо-частотной характеристике сигнал около 400 Гц пишется с уровнем плюс 1,5 дБ, а 10 кГц с уровнем минус 4 дБ. При этом сигнал 20 кГц запишется на эту бывшую в потреблении ленту с уровнем около минус 15 дБ. Итог. В сравнении с TDK-D 1995 года лента Maxell UR 2000 года имеет мол ниже. Теперь кассета TDK-AE 1993 года снова с лентой первого типа. Повторю весь алгоритм моего тестирования, состоящий из 5 шагов. Уровень записанного на эту ленту сигнала частотой 400 Гц до калибровки совпадает с уровнем входного сигнала 0 дБ.
Пока что дека хорошо и ровно справляется с записью на эти 3 кассеты. В результате калибровки тракта записи регулятор Rec Level остался в начальном положении, а BIOS сместился вправо до плюс 5%. После калибровки сигналы на входе и на ленте по индикатору равны. Далее максимальный уровень записанного на ленту низкочастотного сигнала без искажения достиг отметки плюс 2 дБ на индикаторе деки. В этом же положении регулятора уровня записи высокочастотный сигнал со значением 10 кГц записывается на ленту AE с тем же уровнем около минус 10 дБ. А система динамического подмагничивания Dolby HX Pro поднимает его до уровня минус 4 дБ. Здесь также наблюдается некая стабильность. На амплитудно-частотной характеристике сигнал 400 Гц пишется с уровнем плюс 2 дБ, а 10 кГц с уровнем минус 4 дБ. При этом сигнал 20 кГц запишется на эту бывшую в пользовании ленту с тем же уровнем около минус 15 дБ. Итог: лента AE 1993 года уступает значением мол на 1 дБ ленте D 1995 года. Теперь ленты второго типа. Сначала японская лента Avelin, насыщенная кобальтом, TDK Sizing 2 1995 года. Записываю сигнал с частотой 400 Гц на эту ленту. 0 дБ на входе, 0 дБ снимается с ленты. Регулировкой уровня входного сигнала ищу значение мол. Так, по-моему, уже искажение. Вообще бы я писал в 0 дБ. При этом где-то плюс 1 дБ на входе, а на ленту сигнал записывается с уровнем 0 дБ. Ну, может быть, 0,5. Так, теперь калибровка. Понадобилась небольшая коррекция значения BIOS, где-то в минус 5%. И Rec Level практически тоже в минус, но около центрального положения. Смотрим запись на ленте. На входе около плюс 1, на ленте также около 0. После калибровки попытался еще раз определить максимальный выходной уровень записи на ленту, но все же пришел к выводу, что да, не более 0 дБ надо писать на эту ленту. Зато в этом положении регулятора уровня записи высокочастотный сигнал 10 кГц уже записывается на ленту с уровнем около минус 4 дБ, без задействования системы динамического подмагничивания. Если ее активировать, то видно по индикатору, что уровень не изменился. То есть у данной ленты амплитудно-частотная характеристика еще более равнее, чем у предыдущих. При этом сигнал 20 кГц запишется на эту ленту, бывшую в пользовании, с уровнем минус 20 дБ. Итог. В сравнении с TDK D 1995 года, ее одногодка кассета с лентой SR с формулой Avelin имеет еще более низкий мол, около 0 дБ. Ее можно записывать на магнитофоне без системы Dolby HX Pro. И в заключение лента из немецкого оксидохрома в кассете Salimex SX2 1988 года. Она самая старая в этой подборке, но не заезженная. При записи сигнала частотой 400 Гц на хромовую ленту с уровнем 0 дБ фиксирую снижение уровня до значка Dolby. Кажется, что это снижение можно компенсировать регулятором Rec Level встроенного калибратора. Но я уже вижу, что синусоида слегка искривлена. В положении регулятора Rec Level вот так, плюс 1,5 дБ уровни сравнялись. Но искажения синусоиды стали еще заметнее. Перевожу деку в режим калибровки, и он показывает, что уровень 400 Гц нужно возвращать в центральное положение. В результате положение регулятора Rec Level практически в нулевом положении, чуть-чуть в плюс ушло. А BIOS понизил наполовину в минус 10%. После калибровки еще раз проверяю сигналы на входе и с ленты.
И все равно лента не вытягивает уровень и пишется до значка Dolby. При этом на осциллографе сигнал уже с небольшими искажениями. Нужно еще понижать уровень записи вот так, до минус 4 дБ. Эту ленту из двуокиси хрома на любой деке нужно записывать вот с таким уровнем, не выше значка Dolby. При этом высокочастотный сигнал 10 кГц записывается на ленту с уровнем около минус 5 дБ. При включении системы динамического подмагничивания этот уровень не меняется. В общем, имеем ровную амплитудно-частотную характеристику на уровне около минус 4 дБ. Итог. Нет смысла сравнивать эту ленту с ТДК-D 1995 года. Лента 1988 года с двуокисью хрома имеет худший показатель мол. Вот такую процедуру тестирования лент я вам предлагаю. В ней я также отказался от использования системы шумопонижения, которая, как и эквализация, вносит изменения в записываемый сигнал. После такой настройки на максимальные уровни я запишу на ленту и продемонстрирую звучание какого-то одного фрагмента фонограммы. И по ее результату выскажу мое субъективное мнение о записи на конкретную компакт-кассету. Публикуйте свои предложения на этот счет, а также мне интересно, доступно ли я показал такую оценку характеристик разных лент. В общем, жду ваших замечаний и до новых встреч на канале. Пока!